Всем привет, Сальса Геймер у микрофона. Спасибо, что присоединились ко мне сегодня. Уже летом студия Covenant Dev хочет выпустить свой симулятор поселения Горд. Эту информацию разносят инсайдеры, и это похоже на правду, потому что студия уже набирает сотрудников для работы над другим своим проектом Перун. Но может быть две разработки будут двигаться параллельно, хотя в рамках такой маленькой студии это маловероятно. Горд — это название первых поселений, обнесенных чаще всего чистоколом, которые позднее превратились в городища. Еще более укрепленные постоянные поселения. Укрепленное поселение нам и предстоит строить в игре. Игрок возьмет под управление племя Рассвета, которое будет выживать в мрачном фэнтезийном мире. Создание из мифологических преданий: в этом мире ваши ближайшие соседи, а вокруг царит постоянная ночь. Вам предстоит нести свет в этот мир, отодвигая тьму назад. По концепции игра очень похожа на Age of Darkness. Этим она и привлекла мое внимание. На старте у вас будет 5 поселенцев со случайным набором способностей. Это будут уже взрослые люди в возрасте от 20 до 40 лет. Вам нужно срочно начинать запасать ресурсы и строить. В базовых постройках ничего неожиданного или оригинального нет. Лесопилка, дом с соломенной крышей, домик собирателя, башня, домик рыбака и охотничий домик. Интересно, на кого будут здесь охотиться охотники? Мне кажется, чаще дичь будет охотиться за ними. Количество построек будет зависеть от уровня поселения, и открываться они будут постепенно. Поселение можно будет развить до 5 уровня. В зависимости от способностей жителей, игроку нужно будет распределять по работам своих поселенцев. Теоретически вы можете, например, послать добывать дрова любого, но житель со склонностью к навыкам лесничества будет рубить их лучше, чем человек, который любит рыбачить. Всего основных ресурсов в игре 6: дерево, солома, еда, домашняя утварь, инструменты и последнее железо. Вам предстоит отстраивать поселение и накапливать ресурсы, необходимые для выживания. Вокруг поселения мрачный, чуждый всему человеческому мир, и вам придется сантиметр за сантиметром отвоевывать его. Вокруг бродят очень опасные твари. Это оборотни, русалки, лешие и прочие создания, которые были взяты авторами из славянской, греческой и римской мифологии и адаптированы к игровому миру Горд. Будут в этом мире и обычные животные. В создании структуры мира, по словам главного геймдизайнера Стэна Джаста, команда разработчиков ориентировалась на игру Норвгард. В игре будут густые леса, холмы, топкие болота, трясины, равнины, поросшие кустарником. У каждого создания в игре, мифологического и вполне обычного, будет своя излюбленная зона обитания, и оно редко будет покидать свой ареал. Будут и другие, в основном человекоподобные создания, которые с радостью будут делать налеты на ваше поселение, ведь люди — такое вкусное лакомство. Но учтите, что потеря любого жителя будет для вас серьезной, потому что он будет обладать уникальными навыками и умениями. Пополнение же населения будет происходить за счет рождаемости, а детям надо еще вырасти и чему-то научиться, на что потребуется время. При рождении вы можете дать ребенку имя по желанию. От старости, от болезней или в бою поселенцы будут погибать. Таким образом, в вашем поселении жители постепенно поменяются, и одно поколение сменит другое. С ростом населения ваше поселение тоже будет расти. Поначалу вам будет хватать местных ресурсов. Срубите рядом деревья, соберете все травки и грибочки, а также в окрестности поселения может не быть необходимой для развития глины и железа, а ферму потребуется больше места для того, чтобы все были сыты. Вам придется решать, какую часть поселения обнести стеной, а какую оставить. Стена — очень важное сооружение. Оно защитит не только от зверей и мифологических созданий, но и от недружелюбных соседей, которые захотят прибрать к рукам ваши ресурсы. Да, в игре будут другие племена и их поселения, и больше всего набегами будут надоедать именно они. Но судя по тому, что в игре есть торговый пост, с соседями можно будет не только враждовать, но и дружить. В общем, рано или поздно вам предстоит покинуть поселение и начать разведку. Для этого вам потребуется построить казарму и назначить разведчика. Разведчик безоружен и несет только факел, так что в случае нападения он, скорее всего, погибнет. Его нужно охранять или ему очень быстро нужно бегать. Не все создания при встрече убьют ваших поселенцев. У некоторых есть привычка использовать ваших людей как инкубатор, и тогда может произойти такое. Подобное сильно пошатнет психическое здоровье всего поселения. Психическое здоровье — очень важный показатель. Ваши поселенцы живут в опасном мире, где царит вечная ночь, а вокруг бродят очень опасные создания, готовые убить их в любой момент. Во время изучения мира они будут испытывать стресс и даже могут переродиться в нечто ужасное. Снимать стресс жителей можно молитвой. Вера тоже является одним из 3 главных показателей в игре. Для того, чтобы жители молились, авторы создали целый комплекс зданий.
заклинаний. С помощью веры в игре можно создавать заклинания, которые помогут в игровом процессе. Кроме того, молитвенники можно встретить и во время исследования карты. Вознеся хвалу светлым богам, ваши люди будут успокаиваться. Еще для снятия стресса в игре есть пивоварня, и ваши жители после тяжелого похода или трудового дня могут выпить. Это будет приводить их рассудок в порядок. Исследование мира важно не только для расширения экспансии вашего поселения, но и в ходе исследования вы можете найти брошенные бочки, перевернутые телеги, из которых получите ресурсы. Периодически игра будет давать вам задания. Например, жители будут бояться расплодившейся на болоте нежити, и чтобы снизить стресс, вам нужно создать отряд и истребить ее. На карте может появиться особо сильная тварь, за убийство которой вы получите ценную награду. Убийство таких дело рискованное и требует особой подготовки. Если просто вооружить людей и отправить их, они все погибнут. Отряд надо грамотно сформировать. Один житель хорошо умеет драться в ближнем бою, его лучше вооружить мечом и щитом. Другой метко стреляет, его нужно вооружить луком. А третий, кто хорошо бегает, будет разведчик с факелом. Он освещает всем путь. У мифологических существ будут тоже свои слабости и навыки. Одни слабеют при свете, другие набирают силы в дождь. Одни ядовитые, другие наносят глубокие раны. Путем экспериментов вы можете найти их слабости. Например, древовидные создания хорошо горят, и вы можете их поджечь, чтобы легко убить. Скорее всего, в поселении можно создавать горючую жидкость. У каждого поселенца есть слоты под особые предметы. Сами предметы пока не показали или информацию о них я не нашел, но слоты в инвентаре под них есть, и скорее всего они будут создаваться часть в кузнице, а часть выпадать как награды за убийство врагов. Само собой, чем выше уровень кузницы, тем больше таких предметов, я полагаю. Любое здание в поселении по мере повышения уровня деревни можно улучшить. Некоторые на 2, а большинство на 3 уровня. А чтобы улучшить этот ролик, кликните под ним палец вверх. Так он становится еще лучше. У игры будет редактор карт, в котором игрок сможет самостоятельно создать для себя карту, а также выбрать стартовый состав жителей. Напиши мне, если хочешь, чтобы я и дальше следил за этой игрой. Пока-пока и не бомби по пустякам.